Всем привет! С града Измаила. Опять Раиса Горяченко. Сегодня я хочу посвятить это видео очень важной теме и очень интересному растению, декоративному, экзотическому, из далеких тропиков Индии, Вьетнама. И называется это растение лагинария. Лагинарии в основном произрастают у нас в наших регионах, их выращивают огородники, 7 видов лиан. Вот у меня есть уже такая, ее называют полиновидная, по-разному в народе называют и огурцом вьетнамским, китайским огурцом, по-разному называют, но вот это растение можно молоденьким кушать, обрезать и есть. Сразу скажу, мы не едим их, мы выращиваем для красоты. Для еды у нас есть кабачки, есть цукини, и их достаточно. Еще один вид – это горлинка, посудочная так называемая тыква. Моя бабушка использовала их для сыпучих веществ. И, кстати, я пробовала молочко с такой тыквы. С нее выбираются семечки, она чистится очень легко, воду не пропускает. В сухом виде очень долго хранится продукция, которую засыпаешь. И тоже молоко, и даже вино хранят в таких посудах. Очень удобно и долго не портится продукция. Вот видите, я использую их для красоты, очень красиво покрашено, это недавно покрашено, это уже несколько лет в краске, для того, чтобы украшало двор. Вот еще можно использовать вот эти тыквы, видите, как я использую. Также сделала дырочки, насыпала туда земли и алисиум посадила. Правда, уже заканчивается срок его, он с весны у меня, весной очень красиво, вот, то очень тоже красиво и декоративно. Была у меня мечта получить семена такой называемой лагинарии с очень экзотическим названием гусь в яблоках. И вот сейчас мы находимся именно у этого растения. Я сразу хочу, прежде чем его показать, хочу вам рассказать, вот каким образом его высаживал. Потому что есть несколько секретов, несколько особенностей, которые нужно знать. Видите, я сделала такой круг сохранения здесь энергии и влаги, и не сильно, чтобы пекло солнце. И здесь влага как раз хорошо хранится, они любят очень воду. Но не каждый день, 2 раза в неделю капитально поливается. Еще они очень любят органику. Поэтому перед посадкой я выкопала яму, туда много травы засыпала и деструктор целлюлозы. Это бактерии, которые перерабатывают всю органику на составляющие питательные вещества. Сверху плодородную землю. И по поводу высадки я вам сейчас расскажу чуть-чуть позже. Давайте посмотрим на это растение. Вот оно здесь чуть-чуть дальше проходим. Это растение очень интересно тем, что имеет вот такую форму необычную. Плоды действительно гусь в яблоко. Посмотрите, какая это красота. Во-первых, сама лиана создает такую тень. Очень хорошо на беседках выращивать ее. А во-вторых, очень красиво само растение. Сами тыквины. Плод очень красивый. Форма такая необычная. Действительно, некоторые даже бывает, если их поддерживать, то получается изогнутая шея. Но я этого не сделала. Вот они такие красавцы, очень тяжелые. Одно растение где-то 9-11 плодов завязывает. Вот у нас есть их 9. Они прекрасно себя чувствуют, они растут. Сейчас начало августа. Практически болезней и вредителей на них нету. Очень замечательное растение. Так вот, что очень важно знать, есть какие-то секреты, и нужно эти секреты использовать при выращивании этих тыкв. Секрет состоит в том, что это теплолюбивое тропическое растение, и нужно рассаду выращивать заранее. Я выращивала рассаду именно начиная с апреля месяца, первая половина месяца. Затем, перед тем, как выращивать, я обязательно замачивала в наноминералис. Если у вас этого нет, у вас есть, наверное, алоэ. На литр воды капельку, 2-3, можете, самое больше капелек
алоэ и замачиваете на сутки двое, замачиваете семена, а потом обязательно или в тряпочку, или в опилке, все, что у вас есть возможности, нужно разложить в теплое место. Это тропическое растение, помните, 25-30 градусов. Но когда уже проклюнулась семечко, тогда уже нужно высаживать. Очень долго у нас весна была в этом году прохладная, поэтому мне пришлось из горшочка в горшочек переваливать до объема 3 литра. И только когда уже было тепло, там у меня органика работала, тоже земля теплая, я высадила в июне месяце растение этой красавицы лагинарии «Гусь в яблоках». А уже и сразу первые ночи, когда ночи холодные, я обязательно накрывала бутылкой 5-литровой, вот такой пластиковой от воды, а затем, когда уже было тепло, она оставалась открытой. Ну а теперь уход, вот мы за этими лианами очень просто ухаживаем, поливаем, подкормочки даем, и по листьям она любит очень подкормочки комплексными удобрениями. Еще ее используют как лекарственное растение, молоденькие плоды используют для того, чтобы работал хорошо желудок, варят, тушат, пекут. Мне это растение очень нравится, как декоративное растение. У нас достаточно кабачку, цукини, поэтому мы выращиваем для красоты. Вот такая тема, очень интересная. Лагинария, я думаю, что будет дальше занимать места на беседках, украшать всякие заборы наших дачников и огородников, потому что это действительно красиво и приятно. А я прощаюсь с вами. Пока-пока. Будьте мне здоровы.